Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас уже довольно-таки поздно, час дня. Я встала в 12 и, вопреки своему правилу завтракать до 12, у меня сегодня завтрак вот в час дня. На окнах узор. Завтрак самый стандартный, каша и какао. Я сейчас помыла плиту и поставила вариться собаке суп и гречку. Гречка уже сварилась, суп только поставила. Помыла чайник, правда там несколько пятнышек осталось, потому что нужна железная мочалка. У меня в запасах есть, но мне не понравилось качество. Это я в наборе покупала, фикс прайс. Там, где еще такие вот мочалки черные, и к ним вот эти металлические шли. Отвратительный набор, поэтому вот нужно будет в ближайшее время купить. Сейчас у меня в планах помыть полы, точнее, ну так, пропылесосить и протереть, потому что просто вечером, когда собака ест, так, надо сейчас потише сделать огонь, ну, гречкой дрязгает, собственно. Сварила себе кофе, ну и вот только протерла, уже все, брызги. Сейчас снова протирать. Взяла имбирное печенье, сейчас его взвешу. Собираюсь подписывать видео. Ну вот, работа с обновлениями. Вот что это такое? То есть, понимаете, чувствую, что это не я ноутбук купила, что это он меня купил. Это вообще какой-то капец. Ушастый, скажи зрителям привет. У нас зрители собачек и кошечек очень любят. Ты чё в таком стрессе? Вот бедолага. Явно в каком-то стрессе. Новогоднюю атрибутику пока не буду убирать. Ну, не просто ж я ее так, не ради 2 недель напрягалась. А тут вот у меня еще мишура даже не повесил. Редактирую видео, потому что здесь все-таки быстрее. Хотя я чаще всего вообще пользуюсь смартфоном, но, конечно, именно качественно подписывать видео удобнее здесь, потому что, ну, реально меньше движений. Мне, конечно, казалось, что в плане добавления других языков даже где-то поудобнее на смартфоне все это делать, но нет. Оказалось, что на ноуте тоже можно сэкономить еще больше время, поэтому буду подписывать все на ноутбуке. Хотя для меня смартфон это основное. Компьютер, ноут я вообще редко включаю, но раз я смогу экономить время и более качественно что-то делать, значит, придется пользоваться. Мы с ушастым гуляем. Я думала, на улице очень холодно, а оказалось вообще нормально. Вот я сейчас, ну, тут у меня, конечно, варежки, но это для прогулки из фикс-прайса, которые. Но дело в том, что вот одна-то рука без варежек, так как снимаю, и нормально. Кстати, вот эти варежки я заметила, что с виду одинаковые, а так было несколько вариантов. С подкладкой и без. И у меня и те, и другие в нескольких экземплярах. Снега, конечно, тут много, потому что, в общем-то, тут не пешеходная зона и не детская площадка, то есть просто как бы деревья и так далее. Вот, поэтому тут никто не убирает. Мы только протаптываем, да и то. В основном это если я одна гуляю, а если с подружкой, то мы ходим, ну, где-то вот здесь, потому что там, если реагентов только нет, потому что вот здесь сыпет. Сейчас я решила приготовить вот из Вкусвилл вот эти бургеры. Ну, на самом деле что-то в виде
может быть, блинчиков, как получится. И, конечно же, я не использую масло, поэтому, опять же, как выйдет, не знаю. Здесь 140 грамм, я поделила это все на 10, из этого расчета буду готовить. Просто такая разовая порция, а может быть даже и на 2 раза, не знаю, как получится. Значит, вот то, что содержимое, в общем, коробки, нужно развести водой горячей, ну, 80 градусов. Я развела вот такую небольшую порцию. Это, конечно, достаточно густое для блинов. Ну, я так распределю, наверное, может быть, на 4 части, например, и такими, как маленькими котлетками, попробую все это дело как-то приготовить. Ну, просто особо мне ничего такого в голову не приходит, как это можно сделать еще. Нет, на самом деле, я думаю, что, ну, эту порцию как-нибудь приготовлю, а когда я буду что-то в духовке выпекать, я еще параллельно с этим сформирую котлетки и туда их тоже положу. Вот. Ну, изготовлю, потому что я реально не люблю ничего жареного. Я очень редко там, ну, драники могу сделать, и то я их нажарю, замораживаю, и потом так потихонечку ем. Но запах просто обалденный. Единственное, что, ну, что тут... Специи — это чеснок, петрушка, орегано, перец, он чувствуется, розмарин, тимьян, лук, томаты, еще и красный перец, и воздушная пшеница, нут, полба. Ну, прикольно на самом деле, и очень нравится аромат. Я, кстати, забыла сказать, что еще надо настоять эту смесь 15 минут. Ну, не знаю, до полной готовности или не до полной, но я их на сковородке прям с маленьким количеством воды приготовила. Вот получились такие милейшие маленькие лепешки, очень красивые. Ну и здесь у меня также отварная гречка, помидор, огурец, стебли сельдерея и китайская капуста. В принципе, поскольку в лепешках много всего, я не буду, ну и есть помидор, то томатную пасту и соевый соус добавлять не буду, но сейчас томатного сока себе налью. Томатный сок налила. Сегодня 14 января. Всех со Старым Новым годом. Сейчас 6:27 утра. У нас вообще-то странное что-то на улице. В том смысле, я не пойму, то ли какой-то мелкий дождик, то ли потепление и все тает, я не поняла. Ну ладно, как бы. Но я надеюсь, все-таки на улице адекватно, чтобы можно было после занятия погулять. Сейчас я сварила кофе, в очередной раз все протирать. Ну, да, косяк кофеварки, но зато во всем остальном она просто идеальна. Вон, видите, еще тоже на вазочку капает, но так она просто идеальна. Пока ждала свой кофе, начала вязать еще один ряд салфетки. Сейчас уже 8:39 утра, я собираюсь в студию, варю кашу. И здесь у меня мусорка, нужно отнести, и я пылесосила. Я как-то решила, что все-таки, ну, я очень люблю, чтобы дома было чисто, но как-то вот последнее время, хоть у меня и было чисто, но я ничего не успевала, меня это нервировало. Но я решила, что с Нового года надо как-то формировать привычки. Ну вот сегодня 14 число, типа Старый Новый год, и я вот эти все дни как-то старалась, простите, датчик движения отключился. Я, конечно, хотела в эти дни
как-то уже сразу с 1 числа или хотя бы там с 10 начать, но я не заставляла себя, я понимала, что вот как пойдет, так и пойдет. Ну а сегодня я вполне себе бодра. Вот. И сейчас я быстренько еще, скорее всего, может быть, успею протереть полы, потому что дальше будет и прогулка, и прочее, и хочется прийти, чтобы было чисто. Поскольку буду сегодня много гулять, сделала себе еще бутерброд с колбасой. Очень классная колбаса от марки «Каждый день». «Фантазия» называется. Она очень классная. Ну, туда немножко этого сыра. Здесь у меня какао Ашан с птичкой. Это лучше, чем золотой ярлык. Я его не варю, хотя нужно варить. Ну, можно и так. Я заливаю кипятком и немножко молока. Молоко у меня 1,5%, тоже от марки «Каждый день». Это классное молоко. Так, варю собаке кашу себе. Я уже вот сейчас сварила. Собственно, вот она у меня. Ну, здесь, как всегда, в сухом виде 60 грамм, сосиски и соевый соус. И варю собаке. Уже надрязгала. Вчера помыла, сегодня надрязгала. Нормально. Все, бутерброд готов. Каша у меня также еще с укропом. Ну и вот какао. Очень мне понравилась эта салфетка. Рада, что я ее в своих запасиках обнаружила. Сейчас буду наливать в термос воды с собой на прогулку. Буду брать мандаринку. Я ее сейчас очищу предварительно. И вот сюда я цедру, чтобы не пропадала, потому что, ну, как бы, цедра мне еще пригодится в прянике в лимонный. Ну, туда можно любую цедру добавлять. Финики возьму с собой на прогулку. Вот как раз-таки лимонный пряник собственного производства. И тоже сама пекла печенье имбирное. Купила себе кофе в пятерочке и вкусняшку. Это парк Ходынское поле. Сейчас уже без 15:07. Нагулялась. Сегодня 16 января. Уже сейчас покажу покупки за несколько дней. Вот вчера вечером ходила в пятерочку и купила мандарины. Они были по 69 рублей. Кстати, очень хорошие. Вот. Также взяла гречку. И я списывала баллы. Поэтому мне было 50% скидка. Дальше в Ашане я брала по 49 рублей носки. Вот эти я взяла за 49 рублей себе. Тут, как видите, какая замечательная этикетка. Они произведены в Санкт-Петербурге. Вот, точно такие же вторые взяла вот этой расцветки. Это я взяла на подарок. И для себя еще взяла по 39 рублей вот эти носочки на лето. Я такие еще брала по акции подлинней. Ну, на зиму, на осень, на весну. И вот на лето и на теплую осень и весну вот эти вот подкроссовки. Inextense — это очень хорошая марка. Это я тоже взяла на подарок, так сказать, на дополнение. Это все в Ашане. И в пятерочке взяла 1,5% молоко, красная цена. Я не знаю, хорошее оно или не хорошее, потому что в Ашане оно классное. Вот, ну, короче говоря, понадобилось. Ту я открыла упаковку, использовала почти. Так, чай в Ашане брала вот такой, травяной ромашковый, на 79 рублей 58 копеек. Что я здесь просыпала. В общем, состав: ромашка, цветки сушеные, плоды шиповника и цедра лимона. Вот, цедра лимона, конечно, придает такой оригинальный вкус. Вообще кажется, что как будто там то ли зверобой, то ли еще что-то. Я заходила в Икею, в очередной раз не было тарелки, хотя значится 3 штуки. Но жалюзи брать тоже не стала в очередной раз. И в очередной раз не взяла там набор жаропрочной посуды. Но при этом по акции взяла
Вот такие цветы, набор. Сейчас покажу. Вот такой горшочек. Еще вот этот. Очень красиво смотрится. И вот этот. Так обычно 299 рублей цена, а в этот раз 99. Естественно, решила взять, потому что искусственные цветы я люблю, особенно зелень, и терпеть не могу настоящие цветы. Точнее, я их люблю, когда они там в поле, ну и так далее. Короче, когда дикорастущие. Вот. Потому что у меня вот здесь вот цветы, я хотела еще добавить 2 штуки. Как раз возьму из туалета и из ванной. А туда поставлю вот эти маленькие. Правда, здесь у меня, видите, какие, а в туалете и ванной немножко другие попроще, но все равно сюда идеально зайдет. Ну, я еще брала ученицы семечки. Вот такие, она птичек кормит. Мы с ней вместе покупали, и сейчас у нее заканчиваются. Вот, поэтому она меня попросила взять. И я как-то вам обещала показать шоколад, который мне понравился. И иногда я им балуюсь. Ну, в рамках дневных, ну, суточных калорий. Это в Пятерочке продается вот такой шоколад за 39 рублей. Инстамаска в каждой пачке. Тут вот QR-код надо отсканировать, хотя, да, это слово стало ругательным. Короче говоря, классный шоколад. О нем вообще все, ну, в основном отзывы хорошие. Хотя сделан он по ТУ, но у него весьма нормальный состав. В принципе, по современным меркам. Так что баловалась тут на днях. Вот как раз оставила упаковочку вам показать. 3 вида, и все очень крутые. Ну еще я брала творог. Красная цена, который мне так нравится. Сметану. И сыр взяла еще. Завтрак у меня, как всегда, стандартный. Какао и каша. Еще укроп добавила. Вот, ну, в ближайшее время, наверное, еще сварю, конечно, себе. Может быть, завтра, послезавтра на молоке. Но в основном меня тянет именно на вот такие каши. В завершении лайф-влога я хочу вам показать подарок, который мне сделала моя подруга Аня. Вот в таком черном пакете, очень красивом и стильном. Сейчас я покажу, что же было в подарке. Вот в таком пакете лежал ежедневник. Я люблю всякие блокноты, ежедневники. Ну и как раз-таки к началу года очень даже кстати. Ежедневник очень, как видите, приятного цвета. Камера абсолютно нормальный передает цвет. Он такой, знаете, покрытие антистресска. Очень приятный на ощупь. Вот. Прям вообще классный. Сама обложка мягкая. Форзац тоже красивого цвета, такого же. Здесь вот листочки. Здесь 2 закладки. Ежедневник, как я люблю, датированный. Здесь по времени. То есть я всегда, когда себе приобретала такие, я именно предпочитала вот чтобы вот так и было. Потому что удобно записывать, там, допустим, какие-то дела, или когда ученицы там приходят. В общем, это очень удобно. Как видите, здесь ну еще и вот так вот, кому нравится, и вот так. Где-то идет разбивка,
ну это вот суббота-воскресенье, видите, здесь на одной страничке. Ну, просто, наверное, предполагается, что в рабочие дни требуется больше пространства, поэтому выделяется страничка. А на выходные как бы на одной страничке сразу 2 дня. И здесь вот всякие цитаты. Там Достоевский и тому подобное. Очень здорово, спасибо огромное. Прям вообще классно. Следующий подарок. Это был вот такой вот чай масала. Я люблю этот чай. Я как-то его покупала в Ашане. Ну, не точно такой же. То есть там все было, ну, в более мелком виде. А здесь, как видите, красиво очень все. Бадьян, корица. Сейчас я зачитаю состав. Он с обратной стороны. В составе бадьян, гвоздика, кардамон, душистый перец, мускатный орех, корица, корень имбиря, семена фенхеля, семена кориандра, перец красный, горошек, черный чай. Готовят этот чай следующим образом. 100 мл воды, 400 мл молока, 1 пакет специй масала чая. Нужно вскипятить воду, засыпать сахар, высыпать пакет специй и чая и кипятить несколько минут. Влить молоко, предварительно молоко не нагревается. Довести молоко с чаем до кипения. Если нужно сделать чай более крепким, можно прокипятить воду с заваркой дольше. Вот. Я не знаю, конечно, насчет добавления сахара. Может быть, скорее всего, я его сделаю без сахара. Ну, наверное, так и сделаю. Ну, можно мед добавить, в принципе. В общем, такая красота. Пакетик на зиплоке. Fine Fruit. В общем, спасибо большое. Буду с удовольствием пить. Следующее, что было в подарке, это также чай. Я вообще обожаю такие штучки. Как-нибудь вместе с вами в каком-нибудь видео обязательно заварим. Это еще не все. В подарок Аня положила мне вот такую замечательную свечку. Здесь рисунок. Так все классно упаковано. Мне нравится, когда вот такой веревочкой все это завязывают. Классная свечка. Я ее зажгу или так, потому что она очень стильная и красивая, или же использую как основу под какую-то еще свечку. В общем, это то, что нужно. Спасибо большое. И фитиль тогда в этом случае тоже пойдет в изготовление свечки. Мне последнее время понравилось такое. Слушайте, она такая интересная. Я не знаю, будет видно на камеру или нет. Но вот здесь такие как пузырики. Классно. Свеча интерьерная, белая, с бетоном. Слушайте, а правда? Тогда я ее, наверное, ну, в общем-то, так и использую. Вот это вот, кстати, да, не рисунок. Это получается бетон. Как классно, я даже не заметила, очень интересно. Спасибо огромное. Ну, пока она у меня еще немножко просто так постоит, а потом я обязательно ей воспользуюсь.
Ну что ж, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм, 3 семерки, рыжая 3 8. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения. До скорой встречи. Всем пока-пока.